Кстати, в Украине уже введены в эксплуатацию номера зеленым цветом. И с серии ZA. Это номера для автомобилей, которые оснащены электрическим мотором. Не знаю, что они разрешают, но тем не менее уже такое есть. Поэтому сейчас на электромобилях можно встретить номера в Харькове AXZA. Приветствую вас! Сегодня хочу рассказать про батарею Kia Soul, которая попала к нам на ремонт, с тем, что в ней умерла пара элементов, которые мы, кстати, уже второй месяц не можем найти, чем заменить. Мы заказывали элементы из Киева, они оказались лучше, чем мертвые, но хуже, чем остальные в батарее. Подобные мы взяли и в Харькове, которые по емкости отличались от всех остальных в меньшую сторону. Поэтому автомобиль уже долгое время стоит у нас, и мы находимся в постоянном поиске элементов. Но сейчас хочу рассказать, в чем отличие батареи Soul от батареи Nissan Leaf. Емкость батареи 27 кВт-часов. На моделях с 2018 года начали устанавливать 30-киловаттные батареи. И изменилась схема подключения элементов с 96S2P на 100S2P. А с 2020 года батарея стала на 64 кВт-часа. Поэтому это полный одноклассник Nissan Leaf. Поэтому и хочу сравнить эти батареи. Сняли батарейку с Soul. Сейчас ее разбираем. Здесь в батарее есть воздушное охлаждение, в отличие от лифа. Но все равно у них есть проблема с перегревом модулей. К сожалению, вот это охлаждение на 100% не справляется. Но тем не менее продлевает жизнь батареи. Оба! Тортик! Но не Наполеон. Давай. Давай, давай сюда. Или сюда. Поролончик для шумовочки. Так, но она была, походу, очень сильно утопленная. Это какая-то термопаст. Как-то она вообще... А вот и контур охлаждения, как идет. Кстати, если интересно, то никаких фильтров здесь нету. Идет напрямую из-под сидения, идет напрямую под крышку батареи. Без каких-то дополнительных фильтрующих элементов. Так, а вот откуда берется воздух. Воздух берется с салона под сидениями. И можно увидеть, что здесь, видимо, была водичка. Возможно, машинка где-то плавала. Что здесь везде есть окислы. Окислы и коррозия. Вот коррозия на металле, который голый. И везде окислы. С этой стороны этих окислов нету. Видимо, она как-то правой стороной утонула. Здесь есть легкая коррозия. Но таких окислов, как с той стороны, нету. А выводится воздух через вот такой вот туннель пластиковый, дефлектор, и уходит в полость багажника. А вот как реализована защита от разбухания пакетов на этих. Вот здесь стоит такой концевичок, который в случае разбухания пакетов вздувает сама крышка и защелкивается концевик, и машина уже никуда не едет. При этом так просто он не расщелкивается. Надо добираться в батарею и вот этот язычок отпускать вниз. То есть даже если в какой-то момент пакет раздулся,
сработал концевик, лопнул, пакет лопнул, перестала давить на этот выключатель, то концевик не отключится. Он будет продолжать будет нажатым, оставаться в нажатом состоянии. Вот такая вот интересная батарейка. И с охлаждением, и со всем. Единственное, что, конечно, не совсем продумано, что забор идет под сиденьем. Туда может и снег попадать, и влага, и водичка. Куда-то, если подняли бы заборную часть выше, где-то в районе стоек, то, возможно, было бы гораздо лучше. Но имеем то, что имеем. А вот как раз концевик, который страхует в случае раздутия пакетов. Срабатывает кнопочка и отключает. Кнопка, чтобы вернуть ее в исходное положение, необходимо вот этот язычок отщелкнуть. Вот такая вот стоит защита на них. Как реализован механизм срабатывания защиты при расширении пакетов. Вот здесь вот стоит вот этот концевик, который отключает в случае раздувания. И вот снизу видно, здесь есть прослабленный пластик, зона деформации, зона разрушения. И в случае, когда происходит расширение пакета, пластик ломается. Это аналогично, как панель приборов с подушкой безопасности. Тоже есть зона разрушения. И как раз вот здесь видно оно. И в случае раздувания пакета пластик ломается и срабатывает вот этот концевик. Вот так вот здесь реализована защита от вздутия пакетов. Задумка, конечно, отличная, но вот теперь вопрос. В случае раздувания пакета, какое усилие должно быть, чтобы выгнуть именно эту часть? При этом здесь затянуто достаточно мощным хомутом, который не дает раскрыться полностью всему пакету. Поэтому вероятность, что этот датчик все-таки сработает, настолько мал, что, не знаю, нам, допустим, такое ни разу не попадалось. Если вы видели, когда вздувался пакет, срабатывал этот клапан, то напишите в комментариях. Буду очень признателен. Вот как выглядит модуль батареи в разобранном виде. Здесь язычки прикручиваются, но каждый язычок приварен ультразвуковой сваркой к двум пакетам. И вот получается идет один пакет, второй пакет и один общий язычок, который прикручивается, соединяется с следующими шинами. Между пакетами стоят вот такие вот пластины. Походу они алюминиевые. И предназначены для того, чтобы предварительно поджимать пакеты и компенсировать расширение. И куча стоит предохранителей. Вот здесь вот, которая соединяет, и в случае замыкания сгорает предохранитель. Стоят они вот здесь вот. Через вот эту крышку. Также эти пластины служат для отведения тепла. Вот как раз между этими пластинами проходит воздух, потому что здесь воздушное охлаждение элементов. Проходит воздух для того, чтобы охладить пакеты. А вот так выглядит батарея Chevrolet Volt. Нам ее привезли для установки в Nissan Leaf как дополнительную в багажник. Поэтому, если вам интересно увидеть это и еще много чего интересного, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. По вопросам ремонта электромобилей и гибридов в описании под видео есть все наши контакты. Спасибо за внимание и до скорой встречи на нашем канале. Пока!